Самое сильное впечатление по жизни – это, наверное, 22 июня 1941 года. Первый день войны, который никто не ожидал, никто не думал, что она начнется. И Минск, об этом говорят меньше, чем о Киеве, бомбили в этот же день. Minsk was bombed at the same day as Kiev. Я помню до сих пор свой крик, когда самолеты над бреющим полетом пролетали над нашей улицей, сбрасывая бомбы. I still remember how the Nazi planes was throwing bombs to the street when I was. И первая бомба упала в соседнем доме. Это было очень страшно. And the first bomb exploded in our neighbor's house. Сидя на лестнице, я так кричала от страха, что до сих пор, иногда закрывая глаза, я слышу собственный крик. I was so scared that even now, when I'm closing my eyes, I can hear how I was screaming. Благодаря соседу нашему, который работал на строительстве военного городка, он взял меня и маму и увез в бомбоубежище этого военного городка. Only because of our neighbor, we got saved. He took me and my mother and just took us to hide from the bombs. Люди спустились в бомбоубежище. Моей маме, которой в то время было 29 лет, сидела у окна в ступоре. We was hiding under the ground, and my mom, who was 98 years old, she was just shocked. И я никак не могла ее вывести из этого состояния. Я стояла у окна, там, где мы сидели, и видела проходящие немецкие самолеты, спускавшие десант. And I couldn't help her and took her out of the shock. And there was some window, and I could see through the window how the German soldiers was walking there and everywhere just shooting. Самое страшное было в том, что все немецкие солдаты были одеты в форму русской армии, советской армии. And the scariest thing was that the German soldiers, they was wearing the uniform of Russian soldiers. Сбросив парашюты, они шли на восток, на запад, оккупируя все больше территорий. Благодаря соседу мы имели возможность выехать из Минска достаточно комфортабельно. Если вы помните, была такая машина «М»-ка крошечная, в которой 9 человек добиралось до Москвы. So because of our neighbor, we could actually comfortable taking out by car MK, if you remember, which could take 9 people inside. Мой отец служил в образцовом военном оркестре. Встретиться с нами ему не пришлось. Я так и никогда в жизни не видела больше своего отца. My father was involved in the army to the orchestra, and I never saw him again. Военный оркестр выходил пешком из Минска. The army orchestra, they was walking from Minsk. На него спустили немецкий десант, и все погнали обратно в Минск. And the German soldiers was put there, and nobody could leave Minsk. All people, they just came back. Пригнав их всех в Минск, разделили русских, белорусов и евреев. Мой папа попал в гетто. When everybody came back, they selected people for the groups, Russians, Jewish, and Belarus. So my father went to ghetto. В первый же день его расстреляли. And the very first day he was shot.
Мы, приехав в Москву, попали на эвакопункт, где в теплушках, в которых когда-то возили скот, нас посадили и повезли дальше на восток. When we reached Moscow, we was taken to the trains, like a carriage for animals, and the trains they was going to the west. В течение 2 месяцев мы добирались до города Чкалов, где жила наша родня, ныне Оренбург. Sorry, to the east. And during the 2 days, we was going to Orenburg direction. Я помню города, в которых останавливались, в которых чужие люди принимали детей, наших родителей и чем-то кормили нас. I remember when we stopped in the different cities, and I remember there's different people who was caring of us and taking us home and feeding us. Наконец мы добрались до Оренбурга, где и проживали в течение 4 лет. Finally, we reached Orenburg and we stayed there for 4 next years. Положение, конечно, было все 4 года, которые мы были там, очень тяжелым. And all this time, all 4 years, our situation was really heavy and hard. Там я и пошла в 1 класс. I started school there, Но не всегда была возможность зимой, а зима там очень тяжелая. Зима 41 года была страшной, морозы 41-42 градуса. Ходить в школу, голодный ребенок, потому что мама работала в госпитале, не всегда возвращалась домой, и не всегда была возможность есть хоть кусок хлеба за день. Надеть было нечего. it was hard to go to the school because the temperature was minus 40, 41, and we didn't have what to wear, the warm clothes, we didn't have food, and the life was really hard there. Не всегда можно было пойти в школу из-за отсутствия одежды, из-за отсутствия And обуви. because we didn't have warm clothes and shoes, not always I could go to the school. Но мы жили надеждой, что освободят нашу Беларусь, и мы вернемся домой. But we was living by hope that Belarus will be freed and one day we will back home. И когда освободили Белоруссию 3 июля, And я June 3rd, when Belarus was freed, начала дергать маму, я хочу на родину. Чувство родины у меня было очень сильным. И 11 октября 1944 года мы приехали в совершенно разрушенный город Минск. and I started to say to my mom, let's go back. I really wanted to come back. And when we came back, October 11, 1944, to Minsk, everything was destroyed there. Город, мы жили без электричества, почти без еды, при маленькой коптилочке. There wasn't any electricity even, no food. Но мы были счастливы, что мы приехали в свой город, и вот-вот должна была окончиться But was война. really happy that we came back to our city and the war should be finished soon. А потом отстроили город, он стал красавцем. На сегодняшний день он занимает 3-е место в мире по чистоте. But И все кончилось. now, Minsk looks great. It's a beautiful city, and today this city is in the 3rd place of the most clean city in the world. Спустя, In Russia. спустя много лет мы приехали в Израиль, как Алимы. After many years, we repatriated to Israel, И мы счастливы, что живем здесь и благодарны этой стране. and we're so